Всем большой привет! Сегодня я испекла вот такой пирог к чаю. Тесто на закваске, но после выпечки получилось мягкое, душистое, а сверху хрустящая сахарная корочка. Оторваться от этого пирога было просто невозможно. Опара для теста у меня уже созрела, ставила я ее на ночь. В данный момент она находится на пике своего подъема, а подать еще не начала. Здесь у меня 2 столовые ложки пшеничного стартера, 100 грамм пшеничной муки и 100 миллилитров воды. Созревала опара часов 8. Выкладываю всю опару в миску. Добавляю 80 миллилитров молока, 2 яйца. Яйца перемешиваю до однородной консистенции, а затем также выкладываю в миску. Добавляю 70 грамм сахара, 1/3 чайной ложечки соли, это примерно 2 грамма, 300 грамм пшеничной муки высшего или первого сорта. Муку нужно обязательно просеять. У меня пшеничная мука первого сорта. Сначала я все перемешиваю при помощи деревянной лопаточки. Когда мука практически вберет в себя всю жидкость, я в этот момент добавляю размягченное сливочное масло и начинаю замешивать тесто. Тесто по этому рецепту получается достаточно жидкое, но тем не менее я не рекомендую добавлять сюда больше муки. Чем мягче тесто, тем пышнее и воздушнее будет пирог. Тесто желательно повымешивать минут 5, не менее. Затем тесто нужно постараться собрать в комочек, разровнять его поверхность, накрыть и оставить для брожения на несколько часов. Тесто на закваске, при этом оно сдобное, в нем достаточно много сахара, яйца, много масла, поэтому такое тесто подходит достаточно длительное время. У меня мое тесто растаивалось при температуре 25 градусов по Цельсию больше 5 часов. Смазываю тесто растительным маслом в небольшом количестве, чтобы легче было с ним работать дальше. За время расстойки тесто увеличилось у меня в объеме раза в 2 или чуть больше. Для сдобного теста на закваске это нормально. Тесто получилось достаточно пористым, я бы даже сказала воздушным. Рабочую поверхность немного смазываю растительным маслом. Выкладываю тесто, округляю тесто, собирая его края в середину. После расстойки и после того, как мы смазали его маслом, тесто уже не такое липкое и работать с ним вполне комфортно. Вот такое должно получиться тесто. Гладкое, немного липковатое, мягкое, но при этом оно должно пружинить у вас в руках. Когда вы добьетесь такого теста, то его уже можно выкладывать в форму для выпечки. Я использую круглую форму диаметром 26 сантиметров. Форму я покрываю пергаментом, а можно просто смазать маслом, обсыпать мукой, кому как удобнее. Растягиваю тесто по основанию формы. Тесто очень мягкое, липковатое, поэтому для удобства можно еще немного смазать его растительным маслом. И теперь растянуть его совсем не составит труда. С помощью скалки делаю в тесте отверстие, продавливаю прямо до самого дна.
Сливочное масло нарезала вот на такие небольшие кусочки и буду укладывать их в проделанные отверстия. Сверху посыпаю сахаром. У меня тростниковый сахар, но можно и белым. Заготовку накрываю и оставляю на расстойке часа на полтора. Ну а теперь можно отправить наш будущий пирог в разогретую духовку до 180 градусов по Цельсию минут на 30. Процесс выпечки обязательно контролируйте. Через 30 минут вынимаем пирог из духовки, но духовку не отключаем. Уже на этом этапе пирог получился хорошо пропеченным, я его проверила шпажкой в нескольких местах. Но чтобы пирог получился более нежным, в оригинальном рецепте горячий пирог поливают жирными сливками и опять отправляют в духовку минут на 5-10. Я подумала, что пирог и так достаточно калорийный, а жирные сливки сделают его запредельно высококалорийным. И поэтому решила полить его обыкновенным молоком в небольшом количестве, миллилитров 100, а затем назад в духовку. Пирог готов, я сразу выложила его на решетку. Аромат от этого пирога исходит просто бесподобный. Очень мягкий, с тонкой корочкой. И, конечно же, мы не удержались, разрезали его горячим и стали горячим есть. Мякиш у пирога получился слоеным, со сливочным вкусом и просто нежнейшим. Во рту так и тает. Корочка бесподобная, карамелизированная. Мы просто в восторге. Рекомендую, готовьте. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем здоровья, хорошего настроения и до новых встреч.